Последние 2 недели примечательны тем, что прогнозы экспертов февраля-марта становятся не просто реальностью, а фиксируются законодательно. Во-первых, у нас есть правительственный законопроект о переводе российской экономики на военные рельсы. Он позволяет правительству навязывать выполнение государственных контрактов, в том числе и частным компаниям. Он позволяет обходить нормы Трудового кодекса при выполнении этих контрактов. Он позволяет менять условия контрактов задним числом. По сути дела, мы имеем проект об экспроприации. Если государству нужна ваша продукция или услуги, то вы обязаны их предоставить, причем на тех условиях, какие заказчик сочтет нужным. Он сможет уменьшать цену каждый раз, когда ему это взбредет в голову. Во-вторых, впервые за долгое время расходы федерального бюджета на следующие 3 года будут урезаны суммарно на 1,6 триллиона рублей. То есть каждый год федеральный бюджет будет тратить на 500 с небольшим миллиардов рублей меньше, чем планировалось. Эти 2 формальные новации идут на фоне отраслевых отчетов, где все ужасно, причем ужасно у всех. Железнодорожные перевозки рухнули до минимума за 1,5 десятка лет, а продажи и производство новых автомобилей упали настолько, что можно считать, что автомобилестроительной отрасли в России просто больше не существует. И даже вечно оптимистичный Росстат с учетом резкого роста в оборонке дает снижение производства в России на 1,7% по сравнению с 2021 годом, а по сравнению с последним докризисным 2019 и вовсе в половину. Все идет так, как и было предсказано. Самым логичным образом возникает вопрос. Ведь всем тем людям, которые сегодня вносят законопроекты о военном положении без военного положения, которые пытаются как-то выкроить деньги одновременно и на войну, и на поддержание экономики в условиях санкций, им должно же быть очевидно, к чему приведет развязанная в центре Европы война. Что она приведет именно вот к этому. Что будут жесточайшие санкции, в условиях которых российская экономика будет очень быстро сжиматься. Эти люди же должны же понимать, что дальше будет только хуже. Что не просто так эксперты предсказывают появление настоящих проблем к концу этого лета. Что нас ждет закрытие торговых центров без якорных арендаторов, что с исчерпанием складских остатков остановится вообще производство чуть ли не все, что закроются кинотеатры без больших премьер, а вместе с ними рухнет и наше кинопроизводство. Перестанут летать самолеты. Этот кризис затронет каждую отрасль, а следом придут санкции и на российский нефтегазовый экспорт, и против этого лома уже не будет приема. Вроде должны же все это все они понимать. А с появлением нового законопроекта исчезнут даже те немногие инвестиции, которые еще оставались. Ну какие китайцы или индусы будут строить завод в России, когда местное правительство сможет забрать его продукцию в любой момент и по любой цене? Да и россияне-то не станут ничем таким заниматься. Люди, которые вроде бы достаточно квалифицированы, чтобы понимать, к чему ведет перевод экономики на военные рельсы и ее существование в условиях войны, они своими руками же приближают катастрофу. Так почему же они послушно это делают? Почему продолжают этим заниматься? Почему не саботируют? Почему не противятся? Почему окружение Путина, которое каждый день теряет деньги и надежду на будущее, которое 20 лет скупало недвижимость и строило жизнь на Западе, готово смириться с тем, что потеряет все во имя фантазии одного человека, каких-то безумных фантазий, каких-то двухполярных миров, в конфронтации с НАТО? Бредятина же. Но ответ здесь довольно прост. Но чтобы его дать, нужно посмотреть на устройство диктаторских режимов, чем давайте и займемся. Самое первое и самое главное, что вы должны сделать, если хотите узурпировать власть, вы должны от этой власти отстранить всю старую элиту. Всех тех, кто получил свое положение до вас и не с вашей помощью. Всех этих старых людей, старой элиты, надо как-нибудь отстранить. Поназывать их олигархами, пожаловаться на лихие 90-е, найти, способ. И вот если мы посмотрим на людей, окружающих сейчас Владимира Путина, на глав госкомпаний, на крупнейших подрядчиков государства, за редким исключением на все высшее чиновничество, то мы с вами обнаружим, что их карьеры начинаются в конце 90-х, начале нулевых годов. И все связаны с Путиным. Бывший президент России, например, главный ястреб Телеграма и член Совета Безопасности Дмитрий Медведев в один момент взлетает из мелкого чиновника в Санкт-Петербурге сразу в аппарат правительства.
Никому и ничем не известный сотрудник комитета по внешним связям питерской мэрии Алексей Миллер, безо всякого опыта работы в энергетике или руководства крупными компаниями, славненько возглавляет «Газпром» и делает это уже 20 лет. Точно такая же карьера и у Сечина, который носил за Путиным чемодан, точно такая же карьера у всех бесконечных Ковальчуков и Ротенбергов. Такие карьеры совершенно типичны для путинского окружения. Если взглянуть на страничку в Википедии любого из них, то там идет перечисление должностей старших помощников младшего дворника. Причем это в лучшем случае, а в худшем о человеке вовсе ничего не известно. А потом происходит его моментальный взлет на вершины власти. Эти люди всем обязаны Путину. До него они были никем и не имели никаких шансов этим кем-то стать. И после Путина они вновь станут никем. Когда они говорят, что Россия это Путин и без Путина России не будет, то ничуть не лукавят при этом, их России действительно не будет. И если первая опора персонального режима, то есть окружение себя зависимыми людьми, требует специальных усилий, то вторая нарастает сама собой. Это коррупция. Обсуждение российской коррупции сейчас ушло на периферию общественного внимания, как и все темы помимо войны. Но между российской коррупцией и российской военной агрессией связь настолько прямая, настолько одно из второго выходит, что именно коррупция стала главной темой для сегодняшнего ролика, и это очень важно понимать, как это работает. Что такое дворец? Не императорский дворец в столичном центре, а один из тех дворцов, которые украшают каждое расследование команды Навального и самого Навального. Это же не просто вызывающие вульгарные тысячи квадратных метров железобетона, покрытого лепниной и золотом. Это в первую очередь кандалы, которыми люди из системы добровольно себя к этой системе приковывают. Добровольно лишают себя свободы. Огромный дворец, как и все прочие приметы сверхпотребления, имеет один неприятный нюанс. Это та собственность, которую можно купить. Можно инвестировать в нее очень большие суммы, которые система дала тебе украсть. Но собственность эту совершенно невозможно продать. Дворец — это не акции, не облигации, это не торгуемый актив. Дворец имеет ценность только для того, кто его построил. Это элитная недвижимость, в которой ты похоронил сотни миллионов долларов. Ее нельзя вывести за границу, выставить на продажу можно только с очень большим дисконтом, а главное, дворец невозможно продать быстро и тайно. Каждый большой чиновник понимает, что как только он попытается избавиться от дворца, как только в каталоге Циана появится дворец стоимостью в несколько миллиардов рублей и площадью в несколько тысяч квадратных метров, об этом тут же узнают все. Тут же начнутся вопросы. Иван Иванович, простите великодушно, а что это вы тут решили дворец-то продать? Собрались ли, что ли, часом куда-то? Дворец — это наилучшая иллюстрация и метафора того, как именно работает коррупция в авторитарных режимах. Какую роль она выполняет в таких системах? И почему вам нужна до предела коррумпированная система, если вы хотите заставить людей сознательно действовать самим себе во вред? Системная коррупция работает по принципу кнута и пряника. На стороне пряника понятно, что верные системы люди обогащаются совершенно неадекватным образом. Например, дворец себе выстраивают. По сравнению с российским масштабом коррупции, читать любые западные кейсы откровенно смехотворно. Они обычно сводятся к липовому трудоустройству родственника на какую-нибудь оплачиваемую государством должность. Ставший публичным процесс министра Улюкаева интересен не столько тем, что целый федеральный министр попал под раздачу, а тем, что взятку в $2 миллиона зарплату американского президента за 5 лет глава госкорпорации и федеральный министр обсуждают исключительно между прочим, как будто еду в офис заказывают. Когда обсуждалась коррупция на строительстве стены Трампа между США и Мексикой, это звучало совершенно наивно для русского уха. Ближайшее окружение целого президента на строительстве проекта стоимостью в миллиарды подозревалось во взятках на сотни тысяч долларов. Это в России масштаб городского прокурора, если не его помощника. И все высшее чиновничество прекрасно понимает, что ни при каком другом строе они не смогут поддерживать тот уровень личного обогащения, которого достигли при Путине. Неважно, как при этом будет богатеть и развиваться страна, насколько вырастет экономика без санкций, международной изоляции. После смены режима они лично, даже если смогут избежать репрессий,
точно станут гораздо беднее. Царство цензуры, подконтрольные суды и правоохранительные органы же делают их обогащение нечувствительным к публичным разоблачениям. Чиновник в здоровой системе не просто не может воровать в таких масштабах, он даже свою смехотворную коррупцию вынужден тщательно прятать и не сможет в полной мере воспользоваться ее плодами. В здоровой системе каждый чиновник находится под колпаком политических конкурентов и СМИ. Любой лишний перелет бизнес-классом или, упаси Господь, частным самолетом, любое появление в дорогой одежде и часах, любой отдых за счет бюджета, любой номер в пятизвездочной гостинице – все станет почвой для скандала, а вслед за ним конца чиновничьей карьеры. Конечно, ни за каким бюрократом нельзя следить круглосуточно, и любой человек с доступом к ресурсам всегда имеет соблазн употребить их в свою пользу. Но спрятанные под подушкой деньги никому не принесут ни радости, ни пользы, а вот каждый акт их расхода должен быть оправдан чем-то легальным, так что извините. Но все это не там, где коррупционеры защищают само государство, как в путинской России. Не там, где расследование Навального никогда не покажут по телевизору, а если кого за него и посадят, то только самого Навального. Не там, где коррупция – это не преступление, а привилегия. В такой системе коррупция может себя не прятать. В такой системе коррупция может быть выставлена на показ. В такой системе можно не просто украсть очень много денег. В ней эти деньги действительно можно потратить. Ты видишь, что путинское правление ведет Россию в никуда. С каждым годом в стране становится хуже, опаснее и беднее. Почему ты его поддерживаешь? Ты разве не хочешь, чтобы Россия стала настолько же развита и богата, как, Швеция там, или Соединенные Штаты? На это любой чиновник вам ответит. Может быть, и хочу. Но я точно не хочу ухудшения своего личного положения. Я не хочу выклянчивать у банка снижение ипотечной ставки за крошечный домик, как это делал бывший глава ФРС США Бен Бернанке, еще будучи на своем очень могущественном посту. Да, скажет вам российский чиновник, я буду чиновником в нищей стране, с нищим народом, но ремонт в моей спальне будет дороже, чем доход чиновника европейского государства за всю жизнь. Эта система не была бы устойчивой, если бы она строилась на одних лишь пряниках. Как я и говорил в примере с дворцом, коррупция – это золотая клетка. Каждый житель высших этажей власти отдает себе отчет в том, что он преступник, что львиная доля его доходов и имущества имеют нелегальное происхождение. Он также понимает, что об этом знают все, ведь коррупция не скрытая, она показная. О ней знает его начальство, знают его подчиненные, знает прислуга в его доме, и приблизительно все граждане страны понимают, что не может министр на свою зарплату кататься на яхте, что западные финансовые регуляторы прекрасно знают цену всем его офшорным счетам и знают их происхождение. Каждый из этих людей понимает, что во имя личного обогащения он каждый день нарушает закон. И они знают, что все это продолжится ровно до тех пор, пока они лояльны системе. Но как только чиновник прекратит быть системе лоялен, как только он будет заподозрен в предательстве, система тут же повернется другой стороной. Привилегии будут сняты, и его можно будет преследовать и посадить, и сделать это по закону. Западный чиновник может и вынужден влачить совершенно жалкое существование по сравнению с российским коллегой, но взамен ему не нужно быть никому верным. Он обычный наемный сотрудник, который может уйти в любой момент. У него мало собственности и доходов, но и то, и другое легального происхождения. На то и другое он имеет полное право. Доходы же чиновника российского заведомо нелегальны. Он не имеет на них прав и сам это отлично понимает. Он пользуется всем этим только в рамках привилегий, которые могут быть в любой момент сняты. И когда это произойдет, у него не будет никакой поддержки. Он не сможет сбежать на Запад, ведь там сразу возникнут вопросы, на какие деньги он приобрел то, что имеет. Он не может обратиться к общественному мнению. Общественное мнение, конечно, может думать, что дело не во взятке в $2 миллиона, в какой-то драке бульдогов под ковром. Но эти $2 миллиона все же есть. Есть факт того, что федеральный министр выходит из офиса госкомпании, груженный 20 килограммами наличных долларов. И никто не сможет сказать, что это нормально. Все окружение Путина обогатилось на том, что в России отсутствует право, что в ней никто не защищен, что в ней можно превращать государственные деньги в яхты и дворцы, а следом хвастаться этим в Инстаграме.
Будто так и надо. Но побочный эффект здесь в том, что прав нет не только у журналиста-расследователя, которого посадили за публикацию, но прав нет и у объекта его расследования. Никаких последствий для Медведева после всех домиков для уточки не случилось. На его положение никак не повлиял общественный резонанс. Но с другой стороны, в любой момент те же самые материалы, на которых Навальный собирал десятки миллионов просмотров, могут лечь в основу уголовного дела. Дворец в Плёсе не собственность. Она не держится на праве. Это страшно дорогое свидетельство преступления, которое все видят, которое не продать и от которого невозможно избавиться. Когда Навальный опубликовал расследование про министра Абызова, для министра это не возымело никаких последствий. А в здоровой системе это расследование закончилось бы отставкой и уголовным делом. Но потом, мы не будем гадать почему, но почему-то система повернулась против Абызова. И все то, что опубликовал Навальный, стало материалами его уголовного дела. И теперь Абызов уже более 3 лет находится в СИЗО Лефортово. Системная коррупция – это когда ты можешь совершать преступление. Это когда совершение преступления в твоей среде – своеобразная социальная норма. Но ты должен помнить, ты преступник. И твои яхты и банковский счет – это не собственность твоя, это свидетельство твоего преступления. За тобой могут прийти в любой момент. Системная коррупция скрепляет автократии, как круговая порука скрепляет банды. Участие в банде приносит быстрый заработок и социальный статус какой-то в определенной среде. Но участвуя в банде, ты всегда должен помнить, на твоих руках кровь. Ты такой же преступник. Ты не можешь пойти к властям, и у тебя нет выбора, участвовать в дальнейших преступлениях или нет. Ведь если нет, ты потеряешь все. Понятное дело, что люди вокруг Путина и близко не помышляли ни о какой геополитике или захватнической войне. Они помогали строить систему, которая их обогащает. Им нравилось жить и хорошо потреблять. Их вполне устраивало править как при Сталине, а жить как Абрамович. Беда для них и для нас всех в том, что они построили очень опасную систему. Систему, которая слишком зависит от ментального здоровья и адекватности одного человека. Если человек этот сойдет с ума и, например, решит начать войну, то уже никто не сможет его остановить. Никто не сможет сбежать. Каждый по ногам и рукам связан своими дворцами, яхтами и самолетами. С каждым можно расправиться внутри, а снаружи он все потеряет. Долгие годы этим людям казалось, что пока народ кормят кровавой пропагандой и ядерным пеплом, они будут потреблять уровень жизни арабских шейхов, что никогда риторика и реальность не встретятся, что никто войну из телевизора не выпустит. К сожалению, для нас всех никакого плана на случай, когда худшее произойдет, у них не было. Ведь готовить такой план – это не лояльность, а нелояльность – это потеря всего. Вряд ли нам стоит ожидать от этих людей, от российских элит, от путинского окружения каких-то решительных действий. Да или вообще каких-либо действий. И пойдут ко дну вместе с путинской системой, и вряд ли будут ускорять ее крах. Так сейчас устроено российское государство. Не очень позитивный вывод. Но реальность такова, и важно ее понимать. До завтра. А да, хочу напомнить, что если у вас есть иностранная банковская карта, вы очень сильно поможете нашей редакции, подписавшись на Patreon. Все, теперь до завтра.